Всем привет, это опять я. Традиционный осенний выезд на охоту и на рыбалку в компании друзей. Я сразу извиняюсь немножко за свой такой помятый вид. Вчера мы весь день ехали, и суммарно по часам вышло почти 24 часа. То есть вот 24 часа в машине. Мы по очереди подменяли друг друга за рулем. Приехали в 3 часа ночи. Пока поставили лагерь, где-то около 4 легли спать. То есть я сейчас такой, довольно этих в смешанных чувствах. Вот надули лодочку. Вот такая вот красивая река. Здесь, правда, в устьевой зоне рыбы нет. Мы сюда в основном по охоте. На рыбалку будем кататься вообще в другие места. Вот наш лагерь. Ребята разбежались уже кто по охотничьим, кто по рыболовным делам. Я тут остался главным за лагерь. Это топится банька. Идиллия. Приехали на север, думали, холодно будет. А тут солнышко, кайф. Прошли те времена, когда 10 октября тут выпадал снег. Вон Антон и Николай несут зайца. Разделали. Вот видите, с топором, с ножом, все по-серьезному. Я с ребятами на лодке ходил по реке сегодня. Поймали рыбы. Сейчас будем готовить. Постреляли немножко утки. Фух. Надо вот отдышаться от этого 24-часового переезда. Отоспаться. И тогда уже отдых пойдет по полной программе. А вот весь наш скромный улов за полдня. Мы проснулись только в 11, извините, в 3 часа ночи только приехали. Маленькая китинка, прям подчеркнуто маленькая. Мелкий леночек, 4 маленьких хариуса. Все вот прям маленькая-маленькая. И китинка была с икрой. Еще икры немножко поедим. Просто вот как улов, конечно, копеечный. 3-й день. Пришли вот на такую камерную речку. Это вот Богдан. Вон там вот Юра. 5-й или 6-й заброс. И вот такой шикарный, огромный ленок. Днем так на глаз килограмма 2,5 примерно. Вот такая вот рыбища. Около 2 килограмм. Весы оставил в машине. Чуть позже буду взвешивать. Вертушку зажрал просто с диким ударом. Удочка маленькая у меня. Вообще в 3 погибели была. Но сдержала достойно. Суперская рыба, просто суперская. Приключения на маленькой камерной речке продолжаются. Вот Юра зарядил на маленькую вертушку. С мушкочкой. Отличнейший ленок. У нас сегодня будет вечером и тала, и уха. Все будет. Леночки клюют бойко. Жалко, только приходится по реке очень много ходить, потому что мест, куда забросить, не сильно много, грубо говоря. Вон там мель. Там корчи. Вот тут более-менее чистое место. Забросил, поймал. Уже 3-й некрупный леночек с этой точки. Так-то ленок вполне пищевого размера, но на фоне пойманного первого мной ленка и на фоне пойманного Юрой ленка все они 3 полная ерунда. Обловил точку вертушкой, поклевки прекратились. Нацепил резинку, поймал одного ленка, парочку упустил. И вот этого все-таки не упустил. Кушает резинку ленок, кушает. Время идет. Речка особенно больше не стала. А ленки все так же прекрасно клюют. У ленка очень сильный удар, очень сильный. Бывает, чуть ли не удочку из рук выбивает. Первые 2 рывка очень сильные, а потом он очень быстро сдается и почти не в состоянии бороться. Сейчас он уже просто на привязи он почти ничего уже не может сделать. Хотя вот в этой рыбе, около килограмма веса, но он уже не может. Слушай, кожа. И корку не выкидывай, и корку оставляй. Будем готовить. Богдан, у твоего молоки? Да. Это готовим наш улов. У нас вечером будет уха. Самый крупный ленок потянул на 2,5 килограмма. Вот эти где-то в них примерно в каждом кило 300, кило 400. И корочка вот такая вот у него. Ему не рестится весной, поэтому икра такая еще в зачаточном состоянии.
4-й день на дворе. О, утка взлетела. 4-й день решил посвятить охоте. Это вот кряква. Вон, скорее всего, тоже взлетела кряква. Тут очень большая пойма, ровная как стол. И в ней вот такого типа маленькие лужицы. И вот кто играл в детстве в приставку Дэнди, утиная охота, где вот с пистолетиками стреляешь по уткам, вот тут примерно то же самое. Идешь, у тебя из-под ног вспархивает утка, и ты стреляешь. Охотился я примерно до 11 часов. Подбил 2 уточки. О, мотоцикл в лесу. Подбил 2 уточки. И теперь имею желание порыбачить. Ну, какой-то зверек копал усиленно. Вокруг такой прекрасный лес. Вот это вот там голубовато-зеленый — это ягель, а желтый — это с лиственниц хвоя. Очень красиво ходить по такому лесу. Богдан и Юра уже там рыбачат. Я их уже нагоняю. Очень хочется снова сегодня разловиться по леночку и приготовить из него котлеток. Вот он. Леночек очень маленький. Такого очень быстро отпускаем. Слава богу, сам отпустился. Отлично. Обожаю таких сговорчивых рыб. Сам сделал все, что нужно. О, поклевка. Вот сидит. Ух ты! 2 подряд с точки. Отлично. Вот так вот выглядит большинство забросов на этой речке. Встал, где придется, и стараешься забросить так, чтобы не угодить в коряги. А коряг тут, поверьте, имеется немало. Грубо говоря, ловишь не там, где хотел бы, а там, где у тебя получается. Там, где у тебя получается хотя бы забросить. Вот интересная особенность этой вот маленькой речушки. Она очень сильно извивается. Вот смотрите. О, всплеснулся кто-то, наверное, кита. Вот течет река вон туда, там заворачивает, и вот течет обратно. Вот этот перешеек, ну, 2 метра, 2,5, может быть. Выглядит прям прикольно. Я, конечно, сейчас сюда заброшу, но что будет, если клюнет рыба, я просто не представляю. Хорошая рыбка. Очень хорошая рыбка. На такую маленькую дудочку вываживать, он где-то чуть больше килограмма. На такую маленькую удочку вываживать просто одно удовольствие. Ну, с нотками экстрима, конечно. Но если бы не было экстрима, какое удовольствие в такой рыбалке. Ленок очень быстро сдается. Очень быстро утомляется. Все, первые рывки еще есть, а потом дальше он просто уже. Вот такой вот красавчик. Кидал туда одну вертушку. Был сход маленького ленка, а потом все, поклевок нет. Кинул другую вертушку. И вот со второй проводки взялся вот этот красавчик. Вот он. Маленький. Малявка. Таких милуем сразу. Ну-ка. Есть там еще что-нибудь поинтересней. Вон, кита тоже. Да, полумертвые. Полумертвые китинки. Ну, раз кита есть, значит, есть место нереста. А если есть... Вот она! А если есть место нереста, значит, должны быть икроеды. Вот и икроед. О, голец! Голец, нифига! Здоровый! Здоровый голец! Офигеть! Еще и красивый такой. Очуметь! Вот это поворот! Ну-ка. Иди сюда. Ого-го! Размер что надо. Просто огонь размер.
Супер голец. Ох, закоптить или пожарить. Мы все еще на речке, уже собираемся уходить. А вот такое хорошее завершение дня. Вот на эту маленькую тонкую дудочку. Вот такой вот кабанчик. Ну, думаю, килограмма на 2. Ну, может там кило 800, кило 900. Это топится банька. Вот это вот кастрюля с помывочной водой. Вот там вот камушки. Антон напилил дров, теперь рубит. Он сегодня настрелял уток, рябчиков, пока мы рыбачили. Вот наш лагерь. Центральная палатка. Генератор. А вон там мужики на реке разделывают наш сегодняшний улов. Вот Юра и Богдан потрошат наш сегодняшний улов. Леночки. Богдан он сразу режет на стейки. Красивая рыбка. Не просто красивая, еще и вкусная. Улов хуже, чем в прошлый раз, но как бы мы все равно довольны. Всегда приятно, когда в компании не только ты один любишь готовить. Юра священнодействует, а я просто стою и не мешаю. Вот там ленок стейками порезанный и голец. Единственный сегодня вот из пойманных гольцов. Юра его прям очень мощно маринует в разных приправах. И, честно говоря, уже жалею, что он еще не готов. Уже хочется попробовать. В таком виде, честно говоря, даже хочется его с сыром погрызть. Обваливается в панировке рыбка и укладывается для жарки. Красота. Красотища. Некрасиво, всем остальным. Наконец-то вся команда в сборе. Лопает бутеры с икрой. Антон Саныч, как вам рыба? Это изысканнейший вкус леночка. Великолепно. В палатке стоит чат от жарящейся рыбы. Но как бы это никому не мешает. Николай Юрьевич, как вы находите ленка? Отличный леночек. Было бы странно, если бы было по-другому. А вот жарится хариус и 2 последних куска гольца. А еще 2 куска гольца у меня здесь. А вот это печеные перцы. Офигительная штука. И Юра сам делал. Подходит к концу 5-й день. Я в лагере один. Вот занимаюсь посолкой рыбы. Все ребята разъехались, кто по охотам, кто по рыбалкам. А у меня с утра был такой лютый кашель, что я просто закинулся таблетками и почти весь день пролежал в палатке. Сегодня тишина, закончились дожди, ну и скорее всего это нам сулит мороз сегодня ночью. Посмотрим, потому что весь день сегодня было такое ясно, прозрачно, солнышко. В этих местах это всегда говорит о том, что ночью будет хороший заморозок. Вернулись с охоты Антон с Колей. Вот такую вот бутылку клюквы насобирали. Ну и ясное дело, дичи настреляли. Вот сидят, щиплют. Щиплите, господа? Щиплем. Специально стараемся щипать в костер, чтобы перо не привлекало ни мелкого хищника, ни крупного. Это леночек горячего копчения. Им мы завершаем сегодняшний день. Сегодня еще будет там шурпа из утки, салатики. Только что приходила лиса, которая несколько дней назад у нас съела 5 уток. Украла их с крыши машины. Мы ее тут гоняли только что. Задолбала. Да, Боре ничего не досталось, да? Да. Боре, которому нужна, в смысле, это самая пища, полезная для здоровья. А все Боря остальные, остался? Да нет, Боря все еще себя плохо чувствует. Боря лечится. Ему Боре просто приятно, как разлетается рыба, которую приготовил Боря. Нежная же, ребят. Да. Вкусная. Нежная, вкусная. Вот Антон мой главный фанат в плане рыбы. Это, вот знаете, вкус все равно, что гребешок ешь. Вот нежное такое, белок. Вот. Великолепно. 6-й день. С самого утра льет дождь. Поэтому сегодняшний день объявлен днем тюленя. День тюленя — это когда все сидят в лагере, ну максимум ходят куда-нибудь не особенно далеко. И так делают все на лайте, скажем так.
На дворе 7-й день. Вот Коля, вот Антон. А вот бескрайние заросли кедрового сланника. Вот везде вот просто зеленое море. Мы охотимся, хотим найти куропатку. Но сами понимаете, что с такими зарослями шанс ее отыскать, ну, исчезающий мал. Но мы стараемся. Охота штука не гарантированная. Вот так вот идешь, грубо говоря, еще 10 метров видишь, дальше вообще ничего. Куропатку не нашли. Ходим, ищем рябчика. Рябчика пока тоже не нашли. И чует мое сердце, вряд ли его найдем в таких кущах. Вот под ногами это ягель. Корм для оленя. Мох такой. Солнце уже почти зашло. Сегодня ни рябчика, ни куропатки не добыли. Зато добыли утки. Вон, Антон и Коля щиплют. Богдан и Юра уехали. То есть им оказалось достаточно 7 дней. И теперь лагерь выглядит так довольно одиноко. Скучно. Остались мы только втроем. Ну, нам не привыкать. А у нас в кухонной палатке идут приготовления к плову. Вот Антон чистит чеснок. Я готовлю морковь и лук. А Коля разделывает кряку. Мы сегодня на плов выделили 3 штуки. Больше не нужно. И с нее нужно срезать самые лучшие, самые мощные куски. А все остальное пойдет там на бульон или еще что-нибудь приготовим. Вот видите, сколько жира прям желтого. Рецепт охотничьего плова очень прост. Надо на масле утку поджарить до готовности. Сверху навалить как можно больше чеснока зубчиками прямо. Чеснок вообще ни в каких количествах не вредит делу. Лука. Тоже не жалейте лука. И морковки. Если в вашем плове рису не останется места, это хороший плов. Значит, все нормально. И вот перемешать, подождать, пока это все ужарится, усядет. Когда овощи зажарились, самое время добавить заранее замоченный рис. Вот видите, я риса замочил очень много, но вот он, скорее всего, сюда не влезет. Поэтому придется добавлять, наверное, половинку. Ну да, где-то вот так. Немножко разровнять. Добавить немножко водички и ждать. А вот конечный результат. Получился вот такой вот рассыпчатый пловчик. Рисинка к рисинке, уточка к уточке. Супер. Ну, естественно, приправок тоже добавил, без этого. Утро 8-го дня встречает нас снегом. Поначалу снежок шел такой мелкой крупой, а сейчас повалил вот такими прям большими хлопьями. Интересно, надолго это вообще? Тут-то так может и 2 дня подряд пурга мести. За полчаса, что сижу, успел увидеть сортов 5-6 снега. То большой, то маленький, то твердый, то мягкий. Приехали Антон с Колей. Пришлось им снять чучела. Затопило наш скрадок. Там река вышла из берегов. Коля отогревается. Говорит, что прямо жестокая погодка. Там просто горизонтально шел снег. Горизонтально, град. Это было невозможно. Поэтому я рад, что я в палатке и у меня тут печка. На дворе 9-й день. Вон там наши любимые лужи. Идет сильный нагон воды со стороны моря. И прилив. И на лужах так много воды, что невозможно охотиться. Очень сложно ходить. Утка тебя заранее видит, улетает. Поэтому сегодня с охотой кисло. Так вот. Гуляю среди сланника. Кто слышит, как изменился мой голос, это голос осип из-за кашля. Кашель у меня все никак не может утихнуть. Вот, кстати, медвежьи следочки. Вот следочек покрупнее, а вот следочек поменьше. Ходит тут Мишка, повсеместно ходит. О, он еще хотел показать. Местная такая интересная штука. На юге у нас никогда такого не видел. Вот это вот странно выглядящая ерунда. Это гриб. Гриб там, не знаю, вот, может кто знает, там гриб-дождевик, там дедушкин табак. Давай. То есть вот такая вот ерунда. А если его так вот поколотить, со страшной силой летят споры. Ну, как, собственно, у дедушкиного табака и дождевика.
Интересная ерунда. Собачки тут две приблудились. На вид дураки дураками. Охотиться только мешают. Ты тут крадешься к утке, а они с разбегу в лужу. Бабах, вперед тебя. Так брызги, весело. Вот видите. Балбесы, одним словом. И вот вроде приходишь с охоты, ничего не подбил ни одной уточки. А в палатке уже вовсю все щиплется. Он лежит утка. Это вот у нее такой вот характерный розово-желтый цвет. Это жир. А вот для охотника жир это самая ценность в этой утке. То есть вот эта утка максимально ценная. Солнце уже на закате. А мы, как всегда, охота пуще неволи. Ходим тут по маре. Но сегодня только вот пока Антоха отличился. У меня что-то с дичью кисло. Только на море вышел, сразу вылетела утка. Я и вслед отстрелялся, что-то впустую. Ну, у Коли тоже впустую. Пока. Ну, на то оно и охота. Ходить, ходить и еще раз ходить. А это Антон Саныч одновременно топит баню и одновременно опаливает утку. Вон свежеощипанная, а вон свежеопаленная. Жир течет так, что просто ого-го. Вот это в утке, ну, наивысшая ценность, что вот когда опаливаешь, жир просто ручьем течет. Это значит, что она очень хорошо откормилась и находится в своих наивысших вкусовых кондициях. Ну и каждый наш вечер довольно стереотипен. Мы все дружно готовим еду. Вот Коля чистит картошку, Антон готовил дичь, я чищу овощи. А вот здесь вот варится уже шурпа из утки. Немножко немножко так скучно и стандартно, но нам это очень нравится. На дворе 10-й день. Созрела я наконец-то для рыбалки. Вот. Собрал удочку, подготовил снасти. Сейчас поеду до речки, потому что на этой речке, я повторяюсь, только кунжа, никакой нормальной рыбы нет. Ну что же, я опять на своей маленькой речушечке. Маленькая, но тут живут монстры. Первый заброс. Ну, как сказать, монстры. Пока за этот выезд я тут не поймал ничего больше 3 килограмм размеру. Но у меня были годы, когда я тут ловил, ну, в районе 5 килограмм линка. Так что место проверенное, место рабочее. И рыба тут есть. Обожаю забросы на этой речке. Каждый заброс — это, знаете, такое отдельное произведение искусства. То есть как вот из одних кустов забросить в другие кусты, по пути не намотав третьи кусты. Даже когда рыба не клюет, все равно получаешь удовлетворение от качества броска. А вот и первая рыбка. Прочесал эту точку небольшой вертушкой. Вообще 0 реакции. Первый же заброс вертушки покрупнее. Сразу ленок. Я, честно говоря, уже даже и камеру вытащил. Ну, не ожидал уже ничего. А тут он. Единственное, он, знаете, какой-то странно горбатый какой-то. Какая-то вот прям вот спинная часть резко выражена.
Но ничего, в коптильне, я думаю, этого будет незаметно. Вот ты, вот то. Интересная сейчас была ситуация. Только что кидал сюда вертушку. За вертушкой вышли две рыбы. Но они шли за вертушкой так вяло. И мне стало понятно, что раз на вертушку настолько мало внимания обращают, то, скорее всего, даже второй раз в эту вертушку кидать бесполезно. И надо что-то менять. И, скорее всего, ставить не вертушку, а воблер. Я вот поставил воблерок. Все вот у вас на глазах произошло. Уф. Офигительный ленок. Офигительный ленок. Если бы кто-то мне сказал, что сегодня за день я поймаю вот одного такого ленка, я бы уже согласился, это отличный улов. А так-то он у меня сегодня второй. Так что вообще все прекрасно. Ну что же, еще раз попробуем запулить воблер. Вот она! Да, выбрать воблер в данном случае оказалось очень удачным решением. Смотришь ты, вертушка, 0 реакции, а воблер, 2 заброса, 2 рыбы. Офигенно. Фух. Да еще и хорошие. То есть рыбы, не сказать, что прям здоровые трофеи, но это очень хорошая рыба. Тихо, брат, тихо. Тихо, братишка. Все. Ох, красавчик какой. Хорошо зажрал. Видно прям, что воблер убил в бочину. Прям в бок, вот как хищник. Бабах. Не просто там сзади аккуратно пощипывал его за задний тройничок. А прям люто ударял. Ох ты! Не крупный, сошел. Прикольно. Только была поклевка такая без удара, он просто как-то подвис. Немножко непривычно для ленка. У ленка обычно такая очень хорошая поклевка. А тут как-то вот тяжело вдруг резко стало. Вот какая-то рыбка атаковала воблерок. Ну так как-то робко это сделала. Я уже сменил воблер. По тому большому было несколько ударов. И получается вот один сход. Я решил, что он что-то крупноват. Решил поставить что-нибудь поменьше. Вот поэтому поменьше тоже сейчас удар и сход. Ну ладно. Может, не в воблере дело. А ты! Вот это ударище. Да. Рыбу я видел. Рыба ленок чуть меньше килограмма весом. Ну, то есть такой не особенно здоровый. Интересно. Леночки, к сожалению, клюют редко. Трудно иногда понять, что вот здесь клюнет, и включить камеру. Ну, таких, разумеется, я отпускаю. Тут хорошее место. Я с него несколько дней назад уже ловил ленков. Ну и вот сейчас вот решил тоже повторить успех. И вот леночек соизволил откушать. Есть еще кто-то? Или все, кончились? Кончились ленки. Завязал я сегодня с рыбалкой. Еду уже домой. И вот по дороге вот тут попадаются вот такие вот вещи. Я вот остановился попить чаю. Смотрю, что вокруг
Просто вот в тундре дом. Ну, скажу так, построен довольно неплохо. Основательно построен. Но почему-то заброшен. Вот рядом и собачья будка, и туалет. Все уже прогнило, обвалилось. Интересно. Вот эти аэродромные плиты. Или как, ну не плиты, а эти железяки. Тут так, ну, что-то серьезное было. И потом вот одномоментно приказала долго жить. Фух, добрались до дома. А дома, во, одежда развешана. Николай Юрьевич сегодня принял крещение. Покрестился рекой. Вот было вам зрелище. Я сначала подумал, его медведь догоняет. А потом, гляжу, Николай Юрьевич плывет по реке в одежде с ружьем и с удочкой. Не дай вам Бог наблюдать такие картины. Ну, слава Богу, все закончилось хорошо. Леночек выпотрошен, обезглавлен, протерт салфетками до относительной чистоты. Надо ему снять филе. У ленка, что интересно, очень толстая шкура. Ну, шкура для сахалинцев, чтобы вы понимали, у ленка шкура сопоставима со шкурой китины, возможно, даже толще и крепче. И чешуя у ленка, ну, примерно как китовая, только гораздо плотнее. То есть прорезать шкуру ленка гораздо тяжелее, чем шкуру киты. Вот так вот. Вот так вот получается. Такое вот отличное филе. Вот это сейчас все зачистить, косточки снять. И можно получиться отличная тала. Мы, по крайней мере, к этому идем. Филе готово. А раз филе готово, время залить его немножко винным уксусом. Уксус, ну это вместо кипятка, чтобы как бы сварить рыбу уксусом. А пока рыба варится в уксусе, самое время подготовить к ней лучок. На такой объем рыбы вот такой вот кусочек лука полукольцами будет вполне достаточно. Возвращение блудного лучка. Вот рыба прям резко побелела. Побелела она от уксуса, ну то есть она варится. А когда пришло понимание, что назначенное время уже пришло, и рыба полностью, ну не полностью, конечно, как надо подварилась уксусом, ну, туда налить немножечко растительного масла. Можно даже переборщить, лишнее стечет, ничего страшного не будет. Полили маслом, перемешайте масло, чтобы все кусочки омаслились. И уже сверху омасленные кусочки посолить. Вот что-то нам кажется, что тала уже это брюшко. Я беру брюшко. Господа, ни одному кажется, что сегодня был капец какой тяжелый день, но мы все преодолели, ну, прям вот, как бульдозеры шли. Ну, молодцы. Да, давайте за это не сбавлять газу. Рыбонька, ой-ой-ой-ой. Чтобы для сахалинцев было понятно, очень близко по вкусу к гребешку. Не прям один в один, но близко и можно сравнивать. Вот свежий морской гребешок, еще живой, и вот тала из ленка очень близко по вкусу. Суперская еда. Утро 11 дня. Вот Коля собирается. Вот я собираюсь. Сушу свой спальник. Нам пора уезжать. Жгем костер, сжигаем свой мусор. Скажу я вам так. За все 11 дней здесь я впервые вижу такую шикарную погоду. Но это так всегда бывает. Антон чистит утку. Это всегда так бывает, когда ты вот в каком-то месте долго находишься, и тебя полощет там и ветром, и дождем. А вот как только тебе уезжать, природа тебе говорит: смотри, дружок, что я еще могу сделать такого?
Да, эти места от себя так просто не отпускают. Закончилась наша 12-дневная эпопея. Время коротенько рассказать о снастях по традиции. Удочка у меня была все время Maximus Ichiro X до 9 грамм. Самое в ней необычное – это ее рост – 1,60 м. Я до этого никогда не имел дела с удочками 1,60 м. Всегда, самый минимум мой был 1,90 м. А вот тут вот взял вот этот вот прям коротенький колышек. И вот для этой речки он был конкретно просто идеальным. Забросы просто, грубо говоря, у себя там из-под коленки бросал с легкостью в любые кусты. То, что нужно. Катушечка моя старенькая, как обычно, циркон 2000, плетенка Gyosen Roots 0,8. Если коротко по приманкам, то рулила вертушка. Вот 4 номера Maps Black Fury, лепесток Comet. Ариадна, 1 номер, бывший черный лепесток, сейчас стал каким-то медным. Riveralt сателлиты торпедо 5-граммовая. Meps Aglia TW 2 номера. Но самая вот отличительная особенность, то что я везде одел тройники либо одинарники с мухами. Это все мухи ручной работы. Зашел в магазин на Крючке на Есенина. Там продавец Дима, он сам вяжет на продажу мухи. Я ему принес свои тройники, примерно объяснил, в каких цветах все хочу видеть. Цвета, как вы видите, в основном такие черные, грязные, рыжие, такие невзрачные. И он постарался максимально воссоздать то, что мне нужно. Ну и, как мне кажется, мухи немножечко поспособствовали росту количества поклевок. Кстати, говоря про сами мухи, вот тоже муха, кстати, вот от Димы. Сами мухи далеко не пользовались таким спросом. На них клевал не крупный хариус и не крупный желенок. А вот после мухи сразу кидаешь вот эту вот здоровенную дуреху в воду, и тут же клюет ленок на 1,5. То есть мелочь, конечно, хорошо, но не всегда. Резина отработала, но отработала хуже ожиданий. То есть я думал, что на нее удастся неплохо половить, а в итоге я, конечно, ее разловил, но далеко не так хорошо, как хотел бы. Колебалка ловила кунжу, но кунжу я половлю у себя возле дома. Так далеко за кунжой ездить не хочу. А ленок на колебалку не клевал, хариус тоже. Ну и отлично отработал вот этот воблерок. Вот этот, правда, в кадр не очень попадал. Попадал в кадр чаще такой же воблер, но в другой расцветке, в розовой. Это Luremax Горлет 60. Он хоть и тонущий, но пузатый, поэтому тонет медленно. Река коряжная, и то, что он тонул медленно, как раз хорошо. Не так глубоко шел. Ленок, вы сами видели в кадре, ел более-менее с аппетитом. В один из дней он мне как рыбалку, грубо говоря, спас. Я там пару рыб на другие приманки поймал, и вот пару рыб на этот воблер. В целом все рассказал. Всем пока-пока, до свидания.